После жизни в Таиланде я поняла, что эти 10 вещей делают только тайцы. Всем привет, с вами Алиса, и сегодня я хочу поделиться своими наблюдениями, чем же мы отличаемся от тайцев. Я в этом видео не хочу говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже, просто это мои наблюдения, что-то я беру себе на заметочку, мне хочется этим с вами поделиться, возможно, это кому-то отзовется. Самое, что наверняка большинство людей, особенно русских, просто вводят в ступор и в недоумение, это то, что тайцы в любой непонятной ситуации улыбаются. То есть ты задаешь им какой-то вопрос, даже если они тебя не понимают, они будут тебе улыбаться. И нашему менталитету это сложно признать, и, наверное, это очень классно на самом деле. Есть такое выражение, типа как русское лицо, да, то есть мы можем вот так посмотреть, и это будет сразу очевидно, что мы выражаем свое недовольство. То тайцы в этом плане стараются не показывать какое-то свое недовольство, не провоцировать лишний раз конфликт или никому не отказывать. Они могут просто улыбаться. То есть если они что-то не поняли или если они что-то не хотят делать, они просто будут улыбаться, дабы на ровной ноте сохранить то, что сейчас происходит. Наверное, каждый из вас замечал, особенно это можно увидеть в Паттайе или на Пхукете, русские парочки скандалят. Жена например, рыдает или обижается, и муж, подвыпивший, что-то кричит на нее, повышает голос. Так вот, наверное, это больше к нашим людям, имеет отношение. Но в Таиланде в целом тут вообще не принято повышать голос, не принято кричать на людей. И, в принципе, такого не встретишь. То есть, если кто-то на кого-то кричит или повышает голос, тут это считается прям огромным, сильным оскорблением, и это просто недопустимо в рамках нормального человеческого общения. Именно поэтому, наверное, часто попадаются такие истории в интернете, когда иностранцы открывают свой бизнес, нанимают сотрудников тайских и потом удивляются, как это тайцы могут не выйти на работу одним днем. Или рассказывают о том, что тайцы очень обидчивы. И да, это действительно так. То есть на них нельзя повышать голос. Они очень ценят свое достоинство, и таец может отказаться даже от самой высокооплачиваемой работы, но если ему будет некомфортно, неудобно, если его не будут уважать и будут на него повышать голос, то на следующий день такой сотрудник таец может просто не выйти на работу. Поэтому стоит об этом обязательно помнить. Это не мы, терпилы, в кавычках, конечно же, которые привыкли, что нам на ровном месте, где-то в магазине или даже просто на улице нам могут нахамить, нагрубить, к сожалению. И к счастью, что тут вы с кем не столкнетесь вообще. То есть вам просто улыбнуться в случае чего, и на ваши какие-то провокации, либо манипуляции, на агрессию не будет никакой реакции. И это мне на самом деле очень сильно импонирует. И понятное дело, на это можно по-разному реагировать. И я допускаю, что сейчас в комментариях посыпятся такие фразы из серии, что ты плати нормально, и тогда тайцы не будут от тебя уходить. И вы знаете, дело абсолютно не в этом. То есть разность менталитетов заключается в том, что тайца, даже если он делает что-то неправильно, нужно обязательно сначала похвалить и по-доброму, по-мягкому, как своего собственного ребенка направлять, подсказывать, что можно сделать еще лучше, чтобы получилось прям вообще классно, замечательно. То есть, если таец что-то сделал, ты подходишь, говоришь: это плохо, мне не нравится, ждите, что к тебе этот человек больше не вернется. У нас была такая ситуация, что мы заказывали на пошив шторы нам домой. И нам пошили шторы,
вроде бы все хорошо, но в какой-то момент что-то пошло не так. Мы заказывали шторы на окно, чтобы их в одной стороне собирать сборочками, и вот можно было закрывать, открывать, закрывать, открывать. Но, видимо, как-то нас неправильно поняли, и эту штору разрезали на две части, чтобы вот так по краям окна повесить. И ситуация такая, что я уже понимаю, что шторы вешают, и как бы ничего сделать нельзя, то есть остается это принять и смириться. И в целом картинка смотрелась хорошо, симпатично. Зову супруга посмотреть вот работу принятия. Он приходит и сразу с такой кислой физиономией лица смотрит на все это дело. То есть мне стало неудобно в этой ситуации, потому что я понимаю, что мы вроде бы были на хорошей ноте, в хороших отношениях, недопоняли, да. Но я понимаю, что вот эти действия, они могут сейчас спровоцировать очень сильную обиду, и мне не хотелось, чтобы вот эти все действия в данный момент имели место быть. И да, так и получилось. Мы хотели дальше с ними проделать какую-то работу, какой-то декор стен, и они просто перестали отвечать. То есть они увидели вот такую реакцию, и они просто перестали отвечать, соответственно, дальше наши договоренности они не выполнили. И на самом деле для нас, для русских, это нормально, когда мы можем просто честно, прямо сказать, что что-то не так, мы же не так договаривались, то тут это будет воспринято как обида. То есть тайцы люди обидчивые, и просто они потом не выйдут на связь, и просто стоит с этим смириться и знать особенности менталитета, знать, какой подход к ним нужно найти. Поэтому третья, вытекающая отсюда особенность о тайцах заключается в том, что тайцы могут говорить «да», но это не означает «да», это может все-таки означать «нет». Вот так же, как мы с этими шторами вроде бы, замяли, да, никакого там, конечно, конфликта не было, никто не повышал голос. Но вот случилось вот такой вот маленький момент, когда вот не оценили их работу, и все, мы дальше договариваемся о дальнейшей работе, они нам говорят «да, мы все улыбаемся друг другу, вроде бы все хорошо». То есть нам не сказали, что с нами дальше не будут работать, но связь после этого оборвалась. То есть тайцы не говорят «нет», они всегда говорят «да». И я заметила, знаете, как это еще проявляется? Очень часто ты даже тайцу предлагаешь там что-то, например, работники у нас были, и я, как гостеприимная хозяйка, хочу им предложить чай, кофе, и они никогда не скажут «нет, я не хочу». Они скажут «мы поняли», то есть все в порядке, все хорошо, то есть не заботьтесь, не переживайте. И то есть, другими словами, они не скажут «нет». Это не «нет», но это завуалированное «нет», и всем все становится понятно. Вот такие они милые. Еще я думаю, что многие из вас замечали, что тайцы при входе в дом всегда снимают обувь. Наверное, независимо, в какое бы вы учреждение заходили, конечно, если это не какой-то там билдинг, да, в котором несколько разных там локаций, кофейня, но если вы заходите куда-то в учреждение на первом этаже, то обязательно перед входом нужно будет снять обувь. Пусть это массаж, или это какая-нибудь организация, которая занимается документами, турпоездками, экскурсиями, либо еще что-то. И это очень мило на самом деле. Насколько мне известно, тайцы всегда снимают обувь, когда входят в дом, чтобы не пачкать полы, не заносить мусор домой, и когда они заходят в храм. Вот в эти места обязательно снимается обувь. Поэтому, когда гуляешь, например, по сойкам, по тайским улочкам, так приятно наблюдать вот эти небольшие дворы, уютные, такие спокойные, и у каждого перед входом в дом будет стоять такая пластиковая этажерка и снятая обувь. Еще одна особенность про острую еду. И да, нам, русским и европейцам, зачастую непривычно есть острую еду в таком количестве. Но на самом деле острой еды тут не так много, как может показаться на первый взгляд. Я заметила, что когда первые разы я прилетала в Таиланд, мне казалось, что есть вообще нечего. Вся еда прям безумно острая, и просто это какой-то постоянный гастрит и поиски овсяной каши, чтобы сварить себе овсянку на молоке. Но это лишь первое обманчивое впечатление, пока ты немножечко не разбираешься, как тут все устроено, можно действительно подумать, что тут вся еда острая.
Но на самом деле тут еда очень-очень разнообразная, и найти не острую еду очень просто. Нужно лишь знать, где ее искать. Но я хотела сказать о том, что тайцы действительно, они с самого детства кушают острую еду, и для них это нормально, для них это привычно. И вы знаете, то, что для тайцев острая еда, это значит, что там лежит перец чили. Но в нашем понимании острая еда — это совсем не обязательно, что там будет перец чили. Острая еда — это когда там есть обычный перец, какие-то приправы, там еще что-то, там чеснок, например. То в тайском понимании везде, где нет перца чили, это все еда не острая. И вот почему часто бывает такое, что мы что-то покупаем и говорим no spicy, no spicy. Тебе подают твою еду, ты ешь, и ты видишь, что там красный перец, и ты понимаешь, что это безумно острое. Но это красный перец, не перец чили, поэтому это не острое. Вот нужно запомнить вот этот маленький момент. То есть если вы хотите заказать еду не острую, нужно говорить не no spicy, а нужно говорить no chili. Вот именно чили, в их понимании, это острое. Все, что без чили, это не острое. Кстати, no spicy не острое по-тайски будет phet mai. Вот запомните, я думаю, что вам это может пригодиться. Еще необычная особенность — это то, что тайцы постоянно пьют холодные напитки, то есть напитки со льдом. В отличие от нас, мы привыкли посидеть, попить горячий чаек, кофеек, то тайцы, молодежь, да, я имею в виду, они с утра, например, могут попить кофе, и то это кофе не обязательно будет горячим, привычным нам напитком. А днем, если честно, я никогда не видела, чтобы тайцы днем пили какие-то горячие напитки. То есть, если пришли куда-то в кафе или ресторан, обязательно они закажут себе холодные напитки. И у нас был такой забавный случай, скажем так, показательный. Мы ездили получать визу в Японию, и в визовом агентстве было настолько холодно, и мы там провели достаточно много времени, и кондиционеры настолько охлаждали все это помещение, что мы там замерзли все. Там даже тайцы сидели вот так вот, скукожившись, и дрожали. Было очень холодно, нереально. Мы замерзли, и первым делом, когда оттуда вышли, мы подумали, нужно найти горячий напиток попить. Пошли в Starbucks, потому что там можно взять горячее какао или кофе. И с нами была наша подруга, девочка тайка. И вы знаете что? Она тоже безумно замерзла, но она взяла себе холодный напиток фраппе со льдом. И вот представляете, мы сели в машину, замерзшие вот с этими горячими напиточками, как вот зимой в России, греем руки, включили в машине печку на полную мощность, чтобы в машине все прогрелось, чтобы согреть ноги, руки. И всем холодно, и ей тоже холодно, но она сидит с этим холодным напитком. И мы спрашиваем, ты же замерзла? Она говорит, да. А почему ты взяла холодный напиток? Она говорит, не знаю. То есть вот это такая особенность тоже местного менталитета. Еще одна классная фишка. Тайцы используют слово «санук» как философию жизни. Работа, еда, бизнес. Если это не санук, если это не в кайф, то зачем это вообще надо? И тут тоже на самом деле есть над чем порассуждать. И можно много что себе взять на заметочку. Очень часто мы, русские, устраиваемся на нелюбимую работу, занимаемся нелюбимыми делами, потому что надо. Не потому что хочется, а потому что надо, чтобы мы могли выжить, чтобы мы могли обеспечить свою семью и все такое. То тут такого вообще, мне кажется, не принято. Да, люди, конечно, могут работать где-то в подчинении, в каких-то крупных корпорациях, крупных компаниях, но в целом люди занимаются действительно тем, что им нравится. И я не знаю, с чем это связано, и мне, честно, не очень понятно, почему у нас не так, почему мы не можем так же, не знаю. Есть такое мнение, что в Таиланде тепло, еда дешевая, и именно потому, что у людей закрыты базовые потребности, то есть им не нужно выживать, то есть есть где жить, ты не замерзнешь, еду всегда можно какую-то самую дешевую, там тот же рис найти, покушать, и поэтому у людей нет надобности быть такими терпилами, да, идти на какие-то компромиссы,
лишь бы побольше заработать, но при этом страдать от этого всего, от вот этой работы, от этой жизни. Но у нас же, как мне кажется, не так. У нас на самом деле, по моему ощущению, очень многие люди занимаются не тем, что им нравится. Они действительно страдают в своей повседневной жизни. И мне кажется, что это идет далеко-далеко из глубины, в том плане, что зачастую мы выбираем, куда нам пойти учиться, там, в институт или в колледж, не потому что мы мечтаем заниматься всю жизнь в какой-то сфере, посвятить себя там чему-то одному. Зачастую в 16-17 лет, когда мы идем в институт, мы просто еще не знаем, чему мы хотим посвятить свою жизнь. И, может быть, поэтому, я не знаю. У меня тоже, я получала одно образование, но потом я по специальности попробовала работать, это не мое, и пока я училась, я уже понимала, что это не мое, но мне нужно было доучиться, потому что родители оплачивали мое образование, а для них это было очень сложно, это были большие деньги для нашей семьи, то есть это все давалось очень непросто, и я не могла себе просто позволить вот так вот бросить институт и сказать: мне это не нравится. Мне бы родители бы дали подзатыльник, сказали: нравится, не нравится, ешь, моя красавица. Вот. Но тут, вероятно, не знаю, тут дети, вероятно, сразу знают, куда они хотят поступить, чем они хотят заниматься. Ну, как будто это все проще. То есть вот этот вопрос для меня до сих пор не раскрыт. Не знаю истинных причин, почему здесь так, а у нас иначе, но на самом деле есть над чем пораздумать. Тайцы очень уважительно относятся к королю и монархам. И, наверное, слышали тоже такие советы, либо предостережения, что если упала денежка там у вас или у кого-то, на нее ни в коем случае нельзя наступать, потому что это ужасное оскорбление, и тебя могут даже забрать в полицию. И это действительно так. И на самом деле это классно, но, знаете, тут это происходит не потому, что люди запуганы, и вот поэтому они стараются как-то себя так вести и не говорить ничего плохого, там даже в шутку про короля, про королеву. Тут люди действительно относятся с огромным уважением к этому всему. У нас же, признаемся честно, это немножечко или немножечко это не так. То есть это такой важный культурный момент, и нужно уважительно к этому относиться. То есть на денежки не наступаем, не рвем, не шутим, не смеемся, не складываем из них оригами, самолетики и все такое. И здесь это все традиции, это все очень важно. Что мне очень нравится, тайцы всегда улыбаются, даже когда им плохо. Я думаю, вы не можете не согласиться, что тут люди очень улыбчивые. И кого бы вы ни встретили на улице, даже если это человек какого-то маргинального склада, да, даже если он лежит просто на улице и спрашивает деньги, как правило, все будут улыбаться. То есть вот этого агрессивного, недовольного лица, как вот у нас часто можно столкнуться в России, тут вы с этим не столкнетесь. И это тоже очень классно. Здесь эмоции не выносят наружу. Сохранять свое лицо для тайцев гораздо важнее. И я замечала такое, что человек может заболеть, у него высокая температура, ему действительно очень плохо, но он будет вести себя по-человечески. Он не будет, знаете, там, с недовольным лицом: мне все должны, да вы что, не видите, я тут такая, вот все, мне там обеспечьте, сделайте. Нет, тут такого нет. И этому стоит поучиться. И иногда даже тайцев называют такими большими детьми. И в этом есть доля правды. Очень часто можно встретить тайских людей, которые живут сегодняшним днем. И это вообще в их менталитете, как мне кажется, как я заметила. Возможно, я не права, и тайские зрители, кто меня смотрит, поправят. Но они стараются жить вот сегодняшним днем. Сегодня классная погода, значит, я радуюсь, все у меня хорошо. Да, они строят какие-то долгосрочные планы, но они не делают ставку вот всей своей жизни на то, что это обязательно исполнится. И это тоже очень классно. Я помню, когда я начинала в России бизнес,
я понимала, что это мой шанс, и что мне нужно действовать здесь и сейчас. И что вот если я сейчас здесь костьми не лягу, не сделаю все возможное для этого, то, возможно, второго такого шанса может и не быть. И я помню, что я работала как, вот действительно как проклятая. Я не знаю, я к 10 утра приходила на работу, даже пораньше, в 10 у меня уже были клиенты, я приходила, значит, там в 9:30 где-то, и часов до 12 ночи я была на работе. И когда я ехала с работы домой, я продолжала свою работу. Я отвечала клиентам, делала какие-то публикации там на разных медиаресурсах, не будем их называть своими именами, но все поняли. То есть я я херачила столько, и я понимала, что так жить невозможно. И у меня в голове вот эта фраза сидела, что потерпи, вот сейчас надо так, зато потом будет вот лучше. То есть терпи, будет лучше. Честно, в Таиланде я пока не встречала таких людей, и среди знакомых, среди знакомых моих знакомых я тоже таких не видела. При этом тут есть люди очень обеспеченные, у которых несколько бизнесов, не один бизнес. Причем бизнесы, знаете, из разных сфер. То есть там это и продукты питания, и какая-то техника, и какие-то инновации, какое-то производство. И настолько оно все разное. И казалось бы, как это человек, может развиваться, занимаясь вот настолько разносторонними бизнесами. И оказывается, что да, могут. То есть в моем понимании это безумно сложно. А тут вот как-то у людей получается. И при этом выходные, это значит выходные. Все действительно отдыхают. А не как вот у меня, например. 1 января я села уже работать свою работу, потому что надо. И казалось бы, я индивидуальный предприниматель, но мои сотрудники отдыхают гораздо больше меня. То есть я работаю постоянно. И здесь предприниматели, они действительно как-то могут разграничивать свое рабочее время и время отдыха. Как им это удается, я не знаю. Действительно, это и правда волшебный санук. Поэтому вот такое видео у меня сегодня появилось. Это... Ой, что-то мне щекочет. Это не какие-то стандартные, особенности, а мои наблюдения, которыми мне захотелось с вами поделиться. Мне будет очень интересно, если вы напишите в комментариях, что вас удивило из этого. Может быть, я что-то упустила, и вы еще что-то классное напишите, то, что другие люди вот так вот сразу не замечают, а это может оказаться важным. Была рада видеть вас. Спасибо большое за то, что смотрите, подписываетесь. И, кстати, мне очень приятно от того, что меня смотрят foreigners, иностранцы, меня смотрят тайцы и люди других национальностей, пишут комментарии, и мне правда это так классно, мне так это нравится, что я даже решила в ближайшее время, когда я буду готовить нашу национальную еду, борщ, я, наверное, сниму это на видео. Казалось бы, вот чего-чего, рецепта борща в интернете полно, но я хочу поделиться с вами, с моими иностранными друзьями, своим таким рецептом. Так что все, рада была всех видеть. Всем хорошего дня. Пока!